Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Видеоуроки математики». Вас приветствует преподаватель Лещенко Татьяна Александровна. Предлагаю вашему вниманию второй урок из сокращенного курса геометрии 7 класса. Тема урока – решение задач на основные свойства простейших фигур. Основные свойства простейших фигур мы рассмотрели на предыдущем уроке, номер 1. Поэтому, прежде чем приступить к просмотру этого урока, я рекомендую вам посмотреть предыдущий урок, если вы его не смотрели. На этом уроке был изложен весь теоретический материал по теме «Основные свойства простейших фигур». Были сформулированы и разобраны аксиомы планиметрии, а также решены несколько типовых задач по этой теме. Итак, задача номер 1. Начертить две пересекающиеся прямые и выбрать на одной из них отрезок, имеющий общую точку с другой прямой. Указать точку, которая лежит на одной из этих прямых, но не принадлежит выбранному отрезку. Начертим две пересекающиеся прямые. Назовем эти прямые А и Б. На одной из этих прямых необходимо выбрать отрезок, имеющий общую точку с другой прямой. Такой точкой является точка пересечения двух данных прямых. Назовем ее А. И от точки А отложим отрезок вдоль одной из двух данных прямых. Пусть концом отрезка является точка Б. Таким образом, мы выбрали на прямой А отрезок АБ, имеющий общую точку с другой прямой, то есть с прямой Б. Далее необходимо указать точку, лежащую на одной из данных прямых, но при этом не принадлежащую построенному отрезку АБ. Такой точкой является, например, точка С, лежащая на прямой Б, или точка Д, лежащая на прямой А, не принадлежащая отрезку АБ. Задача номер 2. Пересекаются ли отрезки АБ и СД, СД и СЕ на рисунке 1. Рассмотрим отрезки АБ и СД. Так как отрезки ограничены концами, точками А и Б, С и Д, значит эти отрезки не пересекаются. Второй вопрос. Пересекаются ли отрезки СД и СЕ? Эти отрезки пересекаются, так как они имеют общую точку С. То есть CD пересекает CE в точке С. Записывают это так. Отрезки АБ и CD не пересекаются, а отрезки CD и CE пересекаются в точке С. Следующая задача номер 3. Пересекаются ли прямые АБ и CD на рисунке 1? Поскольку прямые не имеют ни начала, ни конца, следовательно, прямые АБ и СД пересекаются в точке, назовем ее F. Записывают это так. АБ пересекает СД в точке F. Задача 4. Отметить точку М так, чтобы она лежала на прямой СД, но не лежала ни на отрезке АБ, ни на отрезке CD, на том же рисунке 1. Итак, точка М должна лежать на прямой CD, но при этом она не принадлежит ни отрезку АБ, ни отрезку CD. Следовательно, точка М может лежать здесь. Действительно, она лежит на прямой CD, но не принадлежит ни отрезку АБ, ни отрезку CD. Задача номер 5. Отметьте точку N, лежащую на прямой CD между точками А и Б. Итак, искомая точка N лежит на прямой CD между точками А и Б. То есть точка N – это точка пересечения прямых. Действительно, эта точка лежит на прямой CD и располагается между точками А и Б. Следующая задача номер 6. Существуют ли точки, которые
принадлежат одновременно отрезкам АБ и СД. Поскольку эти отрезки не пересекаются, значит они не имеют общих точек. Ответ: не существуют. Следующая задача номер 7. На прямой М лежат точки М, Н и К. Причем МН равняется 85 мм, НК равняется 1,15 дециметра. Какой может быть длина отрезка МК в сантиметрах? Итак, согласно условию задачи, нам дана некоторая прямая М. На этой прямой выбраны три точки МНК, причем длина отрезка МН равна 85 мм, а длина отрезка НК равна 1,15 дециметра. Надо найти длину отрезка МК в сантиметрах. Поэтому 85 мм и 1,15 дециметра сразу переведем в сантиметры. Так как в одном сантиметре 10 мм, значит, чтобы перевести миллиметры в сантиметры, надо число 85 разделить на 10. Получится 8,5 сантиметра. Поскольку в одном дециметре 10 сантиметров, значит, чтобы 1,15 дециметров перевести в сантиметры, надо это число умножить на 10. То есть запятую перенести вправо на одну цифру. Получится 11,5 сантиметра. Таким образом, длина отрезка НК больше длины отрезка МН. Значит, точки МНК на прямой М могут быть размещены следующим образом. Либо так, либо так. То есть наша задача будет иметь два решения. Рассмотрим первый случай, когда точка N расположена между точками М и К. Согласно аксиоме измерения отрезков, длина отрезка равна сумме длин частей, на которые он разбивается любой его точкой. Запишем, что длина отрезка МК равна сумме длин отрезков МН и НК. Таким образом, чтобы найти МК, надо вычислить сумму 8,5 плюс 11,5. 8 и 11 это 19, и еще плюс 2 половинки, получается 20 сантиметров. Второй случай. Здесь мы имеем следующее. Длина отрезка НК равна сумме длин отрезков НМ и МК. Нам необходимо найти длину отрезка МК. МК это неизвестное слагаемое. Чтобы найти неизвестное слагаемое, надо из суммы НК вычесть известное слагаемое НМ или МН. Так как отрезок НМ и отрезок МН это один и тот же отрезок. То есть остается найти разность. НК равен 11,5, МН 8,5. Получается 3 сантиметра. Запишем ответ. Задача имеет два решения. 20 сантиметров или 3 сантиметра. Следующая задача номер 8. На отрезке МН, длина которого равна 8 дециметров, лежат точки А и Б по разные стороны от середины С отрезка МН. СА равняется 7 см, СБ равняется 0,24 метра. Найти длины отрезков АМ и БН в дециметрах. Итак, согласно условию задачи, дан отрезок МН, длина которого равна 8 дециметров. Известно, что С – середина отрезка МН. Точки А и Б лежат по разные стороны от середины С. Причем СА равняется 7 см, СБ 0,24 метра. Надо найти длины отрезков АМ и БН в дециметрах. Поэтому длину отрезка СА, равную 7 см,
мы сразу переведем в дециметры. Поскольку в одном дециметре 10 сантиметров, значит 7 надо разделить на 10. Получится 7 десятых или 0,7 дециметра. И длину отрезка CB 0,24 метра мы также переведем в дециметры. Поскольку в одном метре 10 дециметров, значит 0,24 надо умножить на 10. Для этого запятую перенесем вправо на одну цифру. Получим 2,4 дециметра. Таким образом, отрезок CA короче отрезка CB. То есть точка А находится приблизительно здесь, а точка Б примерно здесь. Итак, известно, что длина всего отрезка МА 8 дециметров, длина отрезка CA 0,7 дециметра, а длина отрезка BC 2,4 дециметра. Надо найти длину отрезка МА и длину отрезка BN. При этом нам известно, что С середина отрезка. То есть длина отрезка МС будет равна половине длины отрезка МН, то есть 4 дециметрам. Запишем решение задачи. Итак, сначала мы найдем длину отрезка МС и длину отрезка CN. Они равны друг другу и равны половине отрезка МН. 8 дециметров делим на 2, получаем 4 дециметра. Теперь, чтобы найти длину отрезка МА, достаточно вычислить разность. То есть из длины отрезка МС вычесть длину отрезка АС. МС равняется 4 дециметра, длина отрезка АС 0,7 дециметра. Получается 3,3 дециметра. И аналогично мы найдем длину отрезка BN. Также вычислим разность. Из длины отрезка CN мы вычтем длину отрезка CB. CN равняется 4 дециметра. CB, согласно условию задачи, 2,4 дециметра. Получается 1,6 дециметра. Запишем ответ. 3,3 дециметра и 1,6 дециметра. Решим еще одну задачу. Задача номер 9. Длина отрезка АБ равна 14 сантиметров. Найти на прямой АБ все такие точки D, для которых DA равняется 3DB. Итак, согласно условию задачи, дан отрезок АБ. Длина отрезка АБ равна 14 сантиметров. Надо найти на прямой АБ все такие точки D, для которых DA равняется 3DB. То есть отрезок DA в 3 раза длиннее отрезка DB. Это значит, что если длину отрезка DB принять за x, то длина отрезка DA будет равна 3x. Таким образом, чтобы определить положение точки D на рисунке, надо наш отрезок разделить приблизительно на 4 равные части. И тогда точка D будет находиться примерно здесь. Итак, пусть длина отрезка DB равна x сантиметров, тогда длина отрезка AD будет равна 3x сантиметров. А поскольку длина отрезка AB равна сумме длин частей, на которые этот отрезок разбивается точкой D, то есть AD плюс DB, согласно аксиоме измерения отрезков, то мы получим уравнение 3х плюс х равняется 14. 3х плюс х получается 4х. Отсюда, чтобы найти х, надо 14 разделить на 4. 14 на 4 не делится. Запишем обыкновенной дробью. Сократим эту дробь на 2, получим 7 вторых. 7 разделить на 2 получится 3,5. Значит, длина отрезка DB равна 3,5 сантиметра, а длина отрезка AD в 3 раза больше. То есть 3 умноженное
на 3,5. 3 умножаем на 35. 3 на 30 – 90, 3 на 5 – 15. 90 плюс 15 получается 105. И отделяем одну цифру запятой, так как один из множителей содержит десятичную дробь. То есть в результате мы также должны отделить справа налево запятой столько цифр, сколько их в обоих множителях вместе. В обоих множителях вместе одна цифра после запятой, значит отделяем одну цифру после запятой. Получается 10,5 сантиметров. Итак, мы выбрали точку D, принадлежащую отрезку АБ. А в задаче необходимо найти на прямой АБ все такие точки D, для которых выполняется условие DA равняется 3DB. Рассмотрим еще один вариант решения этой задачи. Когда точка D расположена за пределами отрезка АБ. Итак, у нас по-прежнему длина отрезка АБ равна 14 см, а DA в 3 раза больше DB. То есть, если DB принять за x, то DA будет равно 3х. Это значит, что AB равно 2х. То есть длина отрезка AB в 2 раза больше длины отрезка BD. То есть точка D располагается примерно здесь. То есть точку D надо немного сдвинуть. И теперь видно, что длина отрезка AB в 2 раза больше длины отрезка BD. Итак, пусть длина отрезка DB х сантиметров. Тогда длина отрезка DA 3х сантиметров. А длина отрезка АБ нам известна, она равна 14 сантиметрам. Согласно аксиоме измерения отрезков, мы имеем следующее равенство. AD равняется AB плюс BD. Поскольку AD равно 3х сантиметров, AB равно 14, BD равно х, мы решим такое уравнение. Неизвестное слагаемое x из правой части перенесем в левую с противоположным знаком. Тогда в левой части 3х минус х получится 2х. В правой части число 14. Чтобы найти x, неизвестный множитель, надо произведение 14 разделить на известный множитель 2. Получится 7. Х это длина отрезка BD. То есть BD равняется 7 сантиметров. Тогда AD это 3х. То есть 3 умноженное на 7 получается 21 сантиметр. Получили еще одно решение задачи. Запишем ответ. В первом случае длины отрезков равны 10,5 сантиметров и 3,5 сантиметров. Во втором случае 21 сантиметр и 7 сантиметров. Следующая задача номер 10. На рисунке 2 угол АОБ равен углу ДОЦ. Обозначают это так: равным количеством дуг. Угол АОБ равен углу ДОЦ. Есть ли на рисунке еще равные углы? Для решения этой задачи мы воспользуемся аксиомой измерения углов. Величина угла равна сумме величин углов, на которые этот угол разбивается любым лучом, исходящим из его вершины. Рассмотрим угол АОЦ. Его величина равна сумме величин углов АОБ и БОЦ. И рассмотрим угол ДОБ. Его величина также равна сумме величин углов ДОЦ и СОБ. Поскольку угол БОЦ и СОБ это один и тот же угол, а угол АОБ равен углу ДОЦ, следовательно, в правых частях двух последних равенств стоят одинаковые суммы. А это значит, что и левые части этих равенств равны. То есть угол АОЦ равен углу ДОБ.
На вопрос, есть ли на рисунке еще равные углы, ответ утвердительный есть. Угол АОС равен углу ДОБ. Следующая задача номер 11. Дан угол АОБ равный 100 градусов. Луч ОФ делит этот угол на два угла. Задача А. Найти угол БОФ и угол АОФ, если угол БОФ равен 3 умноженное на угол АОФ. И задача Б. Найти угол АОФ, если луч ОФ проведен так, что ОФ биссектриса угла АОБ. Острым или тупым является этот угол. Итак, изобразим угол АОБ, величина которого равна 100 градусов. Это угол тупой, так как острый угол имеет величину меньше 90 градусов, а величина тупого угла больше 90, но меньше 180 градусов. Луч ОФ разделяет этот угол на два таких угла БОФ и АОФ, что величина угла БОФ в 3 раза больше величины угла АОФ. Запишем, что дано по условию задачи. Угол АОБ равен 100 градусов. Задача А. Угол БОФ равен утроенному углу АОФ. И задача Б. ОФ биссектриса угла АОБ. Биссектриса угла – это луч, который проходит между сторонами угла и делит его пополам. То есть для задачи Б нам необходимо будет сделать другой рисунок. В задании А необходимо найти величины углов БОФ и АОФ, а в задании Б найти величину угла АОФ. Итак, поскольку угол БОФ в 3 раза больше угла АОФ, пусть величина угла АОФ равна х градусов. Тогда величина угла БОФ равна 3х градусов. Согласно аксиомы измерения углов, угол АОБ равен сумме углов АОФ и БОФ. То есть получается, что х градусов плюс 3х градусов равняется 100 градусов. Составим и решим такое уравнение. 1х плюс 3х получается 4х. Чтобы найти х, надо 100 разделить на 4. Х равен 25 градусам. Х – это величина угла АОФ. То есть угол АОФ равен 25 градусов, а величина угла БОФ в 3 раза больше. То есть 3 умноженное на 25 градусов получается 75 градусов. Теперь решим задачу Б. Когда ОФ биссектриса угла АОБ. То есть угол АОФ в этом случае равен углу БОФ. Это значит, что для того, чтобы найти величину угла АОФ, надо величину угла АОБ разделить на 2. То есть 100 градусов разделить на 2, получим 50 градусов. Спрашивалось, острым или тупым является угол АОФ. Поскольку величина этого угла меньше 90 градусов, значит этот угол является острым. На этом наш урок подошел к концу. Если вам понравилось видео, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Буду вам благодарна, если поделитесь этим видео со своими друзьями через социальные сети. На следующем уроке мы рассмотрим параллельность и перпендикулярность прямых. Спасибо за внимание и до следующей встречи на канале Видеоуроки математики.